Они сделали огромный холл. Они разбили разные парки, спортивные площадки. Воткнем пару веток, и оно само как-нибудь вырастет. Еще вон джунгли, публичный гриль. Можно на самом деле потеряться. На песочке можно позагорать. И вот он я! Тебя могут просто гопстопануть на улице. Американцы меня опять удивляют. Они будут гореть в аду без красивых видов. Гриль — это святое. Вон белка. Мы сейчас едем в Бруклин и пойдем гулять по набережной, посмотрим, что они сделали в Бруклине. Это Рома. Рома моднейший нью-йоркский фотограф. Он единственный человек, который видел меня лысым. У меня мама меня лысым не видела, а Рома видел. Рома, расскажи, сколько фотограф в Нью-Йорке зарабатывает? Короче, фотограф на зарплате в Нью-Йорке это одна из самых 10 неудачных профессий. Средняя зарплата 35 тысяч долларов в год. Но если мы говорим про фотографа, который фрилансер, у которого своя компания, то это в целом, ну, как и любая другая работа, связанная с людьми, а все, что связано с людьми, это достаточно хорошие деньги. Но это минимум 50 долларов в час. Если у тебя своя фирма, и ты работаешь с хорошим, с частным клиентом, то это легко может быть типа 4-5 тысяч долларов. Но это должен правильно понимать, эта работа должна быть с американцами. Это, конечно, должны быть документы. То есть, если у вас есть идея, чтобы приехать и чисто туристам пофигачить и типа поднять пятачок за день, но это, к сожалению, не так. Сколько самая твоя была такая топовая съемка? Ну, я думаю, что тысяч, наверное, 12. За съемку? Ну, это за день. Но ты должен правильно понять. Это бесконечные переговоры, e-mail, общение с клиентами. 3 твои самые известные фотографии. Это фотография Путина номер 1, фотография Путина номер 2 и фотография Лаврова. Я бы сюда добавил еще фотографию Джона Керри и фотографию с космонавтами, если забыть про первые 2. Ну, наверное, так. А Путина ты где снимал? Это было в России, я работал на молодежных форумах. То есть это не специально Путина, это ты просто подошел и снял Путина? Я боюсь, что в России не существует понятия, что специально ты политиков взял и пошел снимать. До этого даже здесь не бывает. Есть такой фотограф Платон. Да. Он наснимал очень кучу просто мировых известных. Ну вот у него же знаменитая фотография Путина в кресле. Я согласен. Сначала он создал себе портфолио тем, что он работал в ООН, и в ООН он снимал всех этих персонажей на саммитах. Например, на большой, там, когда там они съезжаются. Да. Но потом его уже откомандировали при Time. Ну а после этого Владимир Владимирович сказал, никаких больше съемок, и последние столько лет невозможно его снять постановочно. Позвать Путина в студию нельзя? Я боюсь, что нет. Я думаю, что даже здесь это невозможно. Все съемки политиков, которые я знаю здесь, это фотографы приходят, и у них есть типа 1 минута или 30 секунд, чтобы снять. То есть там выставить свет? Ты все делаешь заранее. Но потом уже приглашают, кого нужно, и его ты снимаешь типа 1 минута или 30 секунд. А за Керри сколько ты получил? Я получил 2800 за 2 дня работы. Но это не было так, что меня позвали снимать Керри. Я опять же работал на компанию, и Керри был один из гостей. Ну то есть, надо правильно понять. Фотограф, чтобы к нему приходили такие звезды, это мне должно быть самому как Керри. Ну, я имею в виду, это мне надо еще десятилетия копать карьеру. Ну что, друзья, мы пришли на Бруклин Бридж парк. Давным-давно здесь были склады, здесь была какая-то мерзкая промзона. Потом случилось чудо, они решили сделать парк. На старых пирсах они сделали спортплощадки, площадка для собак, пляжный волейбол, газончик и занятия для йоги. В общем, куча всякой движухи. Главная проблема, с которой они здесь столкнулись, это была трасса. Эстакада в несколько рядов, поэтому они взяли и сделали огромную стену из земли. И это все скрыло новый красивый парк от шумной дороги. И теперь получилось классное место, куда ходят отдыхать, заниматься спортом. В общем, красота. Сейчас пойдем смотреть, что можно делать с набережной. Итак, друзья, давайте сначала посмотрим сверху на парк Бруклинского моста. Вот так вот он выглядит. Во-первых, у нас здесь идет многоуровневая дорога. Здесь немножечко автомобильный ярус 1, там еще автомобильный ярус 2, там автомобильный ярус 3. В общем, здесь такое вот огромное шоссе. Наверху этого шоссе такой прекрасный парк с лавочками, с которого открывается шикарный вид на Манхэттен. Вот этот Нижний Манхэттен. Первый пирс. Здесь народ у нас играет в пляжный волейбол. Сейчас здесь такая вот атмосфера, что вообще непонятно, что мы находимся в какой-то бывшей промзоне. Здесь вообще вон джунгли, фонтаны, водяная детская площадка. Все такой классный фонтан.
река, и все это закрыто деревьями. Это называется у нас водяная лаборатория. Ну, есть такие стандартные, для многих уже даже московских, вот в Казани есть такое оборудование на набережной Кабана, но нет такой реки. Действительно, они сделали такую, сымитировали такую горную реку с камнями. Здесь у нас народ играет в песке, и она тоже, видите, она полностью вот отделена растениями от этой водной части. Между детскими площадками просто такие зеленые стены, и находясь здесь, ты вообще не понимаешь, что находится вокруг. Зонирование очень классное. Я хожу просто по каким-то зеленым лабиринтам. Здесь можно на самом деле потеряться. Уютные такие лавочки, потому что они все находятся в густой-густой тени деревьев. Ты ходишь по такому совсем небольшому пространству, но из-за того, что здесь настолько густая растительность, и не ощущаешь, что здесь как-то мало места. Такое ощущение, что находишься в каком-то очень густом лесу. Любой город может позавидовать. Я как раз показываю, чтобы вы понимали, что можно делать на месте бывших промзон, какой может быть набережная. В начале пирса у нас идут такие вот густые заросли, в которых скрываются детские площадки, спортивные площадки, какие-то уютные места с лавочками. То в конце пирса, и здесь уже открытое место, где можно любоваться панорамой Манхэттена. Напишите, друзья, в комментах, хотели бы, чтобы в вашем городе набережная была сделана как-то так. Если хотели, нужно поставить лайк. В любом случае, надо поставить лайк, даже если не хотели. YouTube любит, когда вы ставите лайки. Я люблю, когда вы ставите лайки. Видео хорошо продвигается, его видит больше народу. Появляется мотивация что-то делать, рассказывать вам, показывать. Так что, друзья, ваши лайки — лучшая благодарность за просмотренное видео. Следующий пирс, он футбольный. Народ играет в футбол, но самое главное, конечно, вид на даунтаун, Манхэттен. Здесь есть столы для болельщиков. Обратите внимание, что это не просто кафешка, а еще с потрясающей зеленой кровлей. Здесь опять детские площадки с навесом, кстати. Здесь вот парк, и про то, что я говорил, видите, нам отсюда дорогу не видно. Дорога скрыта за вот этим валом. Здесь такие они сделали холмы с высокими травами совсем и натянули такие тросы, еле заметные, чтобы народ там не ходил. Супер длинная, очень удобная лавочка. Расположили максимально близко к деревьям, чтобы здесь была тень, и чтобы на этой лавочке было комфортно отдыхать. С ландшафтом они просто фантастически работают. Здесь, опять же, нужно обратить внимание на зонирование. То есть у нас здесь вот наверху такая тихая зона, а ниже мы спускаемся. И здесь уже какие-то активности, беговая дорожка, вот это такая лодочная станция и туалеты. Просто на каждом углу чистые туалеты. Здесь вот уже, видите, беговая дорожка, и народ бегает. Здесь публичный гриль, и народ пришел пожарить кукурузу. И вот любой человек сам может прийти, принести там уголь, пожарить. Видите, куча грилей, и вот такая целая зона, где народ отдыхает. Вообще, друзья, я напоминаю, что гриль — это святое. У нас почему-то панически боятся каких-то грилей, огня, мяса. Вот это кто-то будет что-то жарить, это ужас и кошмар. Очень редко где-нибудь в парках можно встретить. Почему у нас в России не делают грили? Почему у нас все так боятся, что люди начнут жарить мясо, хорошо проводить время, культурно отдыхать? На 4-м пирсе они сделали пляж, закуточек, где нету волн, на песочке можно позагорать, помочить ножки, контакт с водой. Мы здесь находимся и вообще не понимаем, что там дорога. Очень тихо, и вот этот вот огромный вал с растениями скрывает весь шум. Лучше любых шумозащитных экранов. И мы подходим к 3-му пирсу. Весь пирс с такими тихими зонами для отдыха. Везде идеальный просто газон. И здесь можно играть в мяч, можно просто отдыхать, читать. Классно, что даже громко говорить не хочется, чтобы людям не мешать. Здесь большая бетонная площадка, на которой уже кто-то на роликах катается. Когда мне кажется, что уже лучше быть не может, американцы меня опять удивляют. Посмотрите, какой они сделали стол. В таком вот закутке. Кайф, как они сделали вот эти вот ограждения, эти зеленые. Такая вот детская зона со всеми этими лабиринтами. Это слуховые трубы. Можно друг с другом переговариваться, находясь в разных уголках этого парка. Здесь зеркальный лабиринт. Зеркальный лабиринт, и вот он я! Но мне прямо вот, как они поработали с озеленением, это вызывает восторг.
Вообще редко кто умеет работать с озеленением, потому что в России считается, что мы воткнем пару веток, и оно само как-нибудь вырастет. Поэтому, когда сдаются наши парки, такая голая земля, бетон, какие-то непонятные либо скульптурки, либо еще что-то, может, какая-то убогая, пестрая детская площадка, и все. А дальше ты предлагаешь, ну, подождите 50 лет, пока деревья не подрастут, и будет хороший парк. Вот так сдают. Это даже не парк, это пирс. Это пирс, это набережная у американцев. Ты ходишь просто по джунглям, по зеленому лабиринту. Так приятно находиться, я просто поражен, как круто они все сделали. Может, когда-нибудь начнут так делать и у нас. Следующий пирс, он крытый, чтобы можно было в любую погоду там играть. Здесь площадки для активного отдыха, столы для настольного тенниса, 5 баскетбольных площадок. Они сейчас все заняты. Здесь качельки. Вот они делают качели обычные, делают качели для инвалидов. Круто, что все это под крышей, то есть можно это все круглый год использовать. Вот мы обходим этот пирс, и я вижу здесь хоккейную коробку. Просто невероятно. Здесь зимой, наверное, заливают каток. Рома, конечно, он не ценит. Он тут живет, и ему кажется, да, ему кажется, что это вот такие вот пирсы с кучей вот активностей, всякими спортивными площадками, что это все нормально. Хочется, да, чтобы какой-нибудь ОМОН по хребту дубиной. Ну, хотя здесь-то за этим тоже далеко ходить не надо. Достаточно, если у тебя тормознул коп, да. Ты на машине, просто выйти из машины и начать что-то качать права. Настанет благодать вообще очень быстро после этого. Вот. Еще благодать настанет, если будет попытка не заплатить по счетам или штрафы какие-то. Слушай, ну скажи, полиция жестче, чем в России? Нет, они очень, ну, вот как бы нет, я не заметил. Более человеческое отношение. Я несколько раз вызывал полицию, потому что я видел какой-то жесть на улицах, и моментально приезжают ребята очень быстро. Ну и реагируют достаточно адекватно. Но, к сожалению, здесь есть еще раз штуки, я уже всегда говорил, буду говорить, которых нет дома. Здесь гораздо сильнее уличная преступность. То есть тебя могут просто гопстопануть на улице, и не просто пацанчики какие-то за понятия, а реально ограбление. Тебя хоть раз грабили? Сколько ты в Штатах живешь? 4 года. Нет, меня не грабили. Более того, у меня бывали случаи, когда я терял кошелек, мне звонили потом люди и говорили, мы нашли ваш кошелек. Ну, кстати, мне кажется, в России сейчас тоже уже так бы сделали. То есть, да, общество, чем менее оно агрессивно, тем больше... Люди милее стали. Это здорово. Мы с вами заходим на последний пирс. Это первый пирс, который с лесом. Были детские площадки, потом футбольные поля, потом был пляж, и еще были полянки для тихого отдыха, потом были спортивные площадки. И теперь мы оказались в настоящих джунглях. Здесь акации, белки вон прыгают. Вон белка. Это не бывшая промзона. Смотрите, вот здесь вот отель, все утопает в зелени. Я в таком восторге нахожусь от того, что вижу, от того, как они здесь все сделали. И вот там маленький кусочек этой трассы, этой многоуровневой шумной трассы, которую здесь просто не замечаешь. Здесь реально чувство, то есть я здесь хожу, я смотрю на всю эту растительность, что они сделали, я смотрю на эти заросли, на эти тропинки, и у меня чувство, что мы находимся в каком-нибудь национальном парке. Видите, промзону они уже вычистили, но здесь еще ничего не сделали, поэтому здесь еще такие пустыри. Но я скоро думаю, здесь везде будет кайфовейшее благоустройство. Это невероятно, друзья. Это мост над деревом. И они построили целую конструкцию над этим деревом. Но я думаю, мост они построили до того, как посадили туда дерево. Как арт-объект, классная штука. А это за стеклом старая карусель. И этой карусели, по-моему, 100 лет, если не больше. Сейчас мы посмотрим. И они накрыли ее таким стеклянный павильон, потому что она уже старая, чтобы дождь, ветер ее не разрушали. Но вот до сих пор можно на этой шикарной старой карусели прокатиться. И посмотрите, там все эти старые лошадки, старые машинки. Такая вот карусель. Я посмотрел, карусель была открыта в 1922 году. То есть через 3 года ей исполнится 100 лет. И там 48 лошадок и 3 кареты. Национальное достояние. Карусель превратилась в музейный экспонат. На месте бывших складов теперь модные магазины и фудкорт. Весь район преобразился. Я слышал, сейчас
в России слово «сказочный» нельзя говорить. Что-то с ним там связано, я, если честно, не помню. Но парк этот сказочный. И сюда вот народ приходит пофотографироваться и полюбоваться видом Манхэттена. И я иду все дальше и дальше, и продолжается красота, красота. Опять полянки. Смотрите, огромные валуны, терраски из них. Как же круто они делают озеленение и благоустройство. И набережная идет дальше. Так вот здесь выглядит общественное пространство. Раньше здесь были склады, оставили только кирпичные старые стены. Вся внутрянка полностью новая. Здесь теперь модные рестораны, клубы и обязательно общественное пространство на крыше. Видите, смотрите, самое крутое место они отдали под то, чтобы люди смогли отдыхать, лежать на таких деревянных кроватях и любоваться закатом. А под еду оставили, под барчик оставили совсем такое небольшое пространство, где народ вот пьет, потому что здесь можно пить алкоголь. Отсюда открывается невероятный вид сразу на два моста. На Бруклинский и на Манхэттенский. Ну и даже третий мост, Виленбургский, тоже виден. Один из таких лучших видов, которые вы найдете на закат, потому что солнце, оно опускается прямо за эти небоскребы, и вот здесь можно погулять. Кстати, главная проблема вот этого шикарного места, друзья, это вот этот вот небоскреб. Потому что его построили так, что практически со всех видов он портит силуэт Манхэттенского моста. Он стоит прямо около его опоры. То есть, если вот здесь вот мы видим прекрасную опору, красивую опору металлическую моста, то здесь мы ее не видим, потому что там стоит небоскреб, и он ужасно портит силуэт Манхэттенского. Он испортил Манхэттенский мост. Я надеюсь, люди, кто разрешили его там построить, согласовали и придумали, они будут гореть в аду без красивых видов. Будете здесь, парк Бруклинского моста. Обязательно будете в Нью-Йорке, погуляйте, посмотрите, как может выглядеть набережная, как могут выглядеть парки, как может выглядеть крутое благоустройство. Смотрите, завидуйте и требуйте такие общественные пространства у себя в городе. А сейчас лайк, коммент, поделитесь этим видео, не забудьте подписаться, до сих пор этого не сделали, потому что на этом канале каждый день выходят ролики про политику, про путешествия, про жизнь в наших городах и про то, как сделать Россию лучше. Все, ребят, всем пока, завтра будет новый день и новый ролик.